Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. В этом видео мы с вами уделим внимание 7 июля. Поговорим о том, что это за такой волшебный и магический день. Также, почему в этот день нельзя оборачиваться и нельзя поднимать в этот день, а также проведем с вами ритуалы на везение и богатство в день Ивана Купалы. Обязательно досмотрите это видео до конца, для того, чтобы знать полезную и важную информацию. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому эта информация будет полезна и важна. 7 июля все мы с вами отмечаем праздник Ивана Купала, когда все мы прыгаем через костры, пускаем венки и собираем целебные травы. Другие названия праздника: Иванов день, Купала, Купальская ночь, Колосок, Травник или Ярилин день. А вот церковь 7 июля празднует Рождество Иоанна Предтечи. Церковный праздник Рождества Иоанна Крестителя 7 июля и День Ивана Купалы органически переплелись в народном сознании. Христиане почитают Иоанна как провозвестника пришествия Христа и как того, кто крестил Иисуса в водах реки Иордан. И считается, что именно в этот день, 7 июля, вся вода обретает целительные свойства. Поэтому купание в реке, в пруду или озере поможет вам избавиться от всех болезней. А чтобы сохранить молодость, привлекательность, обязательно умойтесь утренней росой. И вы знаете, существует две версии возникновения этого праздника – церковная и народная. Первоначально Ивана Купала был языческим праздником, во время которого прославляли божество Купала и Солнце, а дата его празднования была 22 июня. С приходом христианства торжество приурочили к рождению Иоанна Крестителя и перенесли эту дату празднования на 24 июня по старому стилю. Празднование Ивана Купала приходится на ночное время с 6 на 7 июля, когда проводятся различные ритуалы с огнем, травой и водой. И традиционно в Иванов день все купались в водоемах. Считалось, что с сегодняшней ночи и до дня Ильи, это 2 августа, вся нечистая сила уходит из озер и рек, а значит, водица становится целебной и очищает от всякого зла и дарует крепость духа. Если же поблизости не было водоема, то затапливались бани, где люди отмывали себя от влияния нечистой силы. Купания начинались накануне вечером дня Аграфены Купальницы, и зайти в водоем необходимо было обязательно до захода солнца. В Купальскую ночь старались не спать, чтобы нечисть не нанесла вред спящему. На берегах или возвышениях разжигали большие костры. Молодые люди совершали прыжки над огнем в парах или по одному. Считалось, что огонь обладает сверхъестественной и очищающей силой. Если влюбленные, держась за руки, преодолевали горящую преграду, то их брак будет крепким. В сам же день Ивана Купалы 7 июля окунаться в реку или озеро нужно было непременно между утренней и обедней. Считалось, что после этого проходят все болезни. Старшее поколение водили скот между кострами, чтобы он не болел и не погибал. А женщины жгли в купальском пламени вещи заболевших деток с целью отогнать всякие болячки. Мужчины же поджигали бочки и колеса деревянные, которые потом катили с горы, и они олицетворяли солнцеворот. Этот день получил еще одно название, как травник. Волшебством в эту ночь обладали травы, которые собирали до рассвета и клали под росу.
Затем их сушили и применяли в качестве целебного сырья от различных недугов. Делали из них отвары, которые привлекали счастье и богатство, а также изгоняли нечисть. Большая часть действа праздника проходила в темное время суток. Девушки собирали цветы и травы, из которых плели венки. Парни готовили чучело Ивана Купалы из соломы, вербы или веток деревьев. Конструкцию украшали лентами и одеждой. Затем устраивали хороводы, пели песни на темы любви. Символами праздника стали два цветка, и один из них не существующий в природе цветок папоротника. По легенде, он распускается один раз в году, в ночь на Ивана Купала, и может одарять человека даром предвидения, а также способность находить клады. Другой цветок – Иван да Марья. Его желто-голубые лепестки олицетворяли сочетание не только мужского и женского, но и также двух стихий – воды и огня. По народным традициям на Ивана Купала нельзя было спать, поскольку в эту ночь просыпается всякая нечисть – водяные, русалки, ведьмы и оборотни. Считалось также, что в этот день, 7 июля, не следует ничего продавать, отдавать, занимать в долг, иначе семья обеднеет. В этот день, 7 июля, ни в коем случае не подбирайте украшения. Если 7 июля вы нашли деньги на улице, их было запрещено брать. Вместе с этими деньгами вы могли принести в свой дом беды, от которой избавился предыдущий владелец такой купюры. Также волшебством в эту ночь обладали и травы, которые собирали до рассвета и клали под росу. И они были достаточно важны для того, чтобы привлекать счастье, богатство, а также изгонять нечисть. А далее мы с вами проведем ритуал на везение. Этот ритуал нужно провести именно 7 июля, в день Ивана Купала. Для этого вам нужно сказать 40 раз эти следующие слова, и вам обязательно начнет вести в жизни и в делах. Еще раз повторяем, именно эти слова на везение мы говорим 7 июля. Слова следующие. Солнце красное купальское, меня ладной долей надели. Купальской силой одунеюсь ко успеху, во всем приведи Купала. Кавада Ванза. И еще раз повторяем, что эти слова нужно сказать 7 июля в любое время 40 раз. И следующий ритуал – это ритуал на богатство, который мы также проводим именно 7 июля. Не в канун праздника 6 на 7, а именно 7 июля. И этот ритуал проводится строго дома. Еще раз повторим, что он делается 7 июля, и он делается в светлое время суток, то есть пока солнце не село. В помещении кроме вас никого не должно быть, иначе ритуал просто не сработает. Берется церковная свеча и самая маленькая монета в доме. Например, может быть копейка. Далее свеча ставится на монетку и произносятся следующие слова. Выдержали мы все деньки до праздника Купальского. Ваня, привнеси, да поменяй судьбу мою, чтобы богатство пришло ко мне. И произносим эти слова до момента полного затухания свечки. Поэтому купите церковную свечку, постарайтесь самую маленькую. И как только свеча сама потухла, монетку следует спрятать в укромном месте. Терять этот талисман ни в коем случае нельзя, иначе богатство и зажиточность не придут вообще. Вот такой у нас, друзья, праздник 7 июля Ивана Купала. Будьте осторожны в этот день, а также используйте этот магический и целебный день для своих целей.